От пациента. Здравствуйте, а вы можете квалифицированно описать травму стопы по КТ? Какой уровень деформации, какая степень деформирующего артроза? Есть архив КТ стопы. Состояние после минно-взрывного огнестрельного проникающего ранения от 3 июля 2024 года и операции по удалению осколка из сустава между клиновидной и ладьевидной костями от 9 сентября 2024 года. Нужно очень точное описание, какова степень деформации, каков уровень деформирующего. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 1984 года рождения, дата исследования 12 мая 2025 года. Область исследования – правая стопа. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Анатомические соотношения в голеностопном суставе сохранены. Данных за наличие остеомиелита не получено. Определяется консолидированный перелом 4-плюсневой кости, средней трети и в области основания. К ее основанию прилежит осколок до 1 мм. Состояние отломков удовлетворительное, ось кости сохранена. Консолидированные переломы оснований 3,2 плюсневых костей, состояние отломков удовлетворительное. В основании 3-плюсневой кости осколок 3 мм. Перелом медиальной клиновидной кости, с формированием дефицита костной массы, по латеральному краю ее металлический осколок 3 мм. Латеральная клиновидная кость визуализируется фрагментарно. По передней суставной поверхности ладьевидной кости сформирован костный дефект размером 14 на 3 мм. В коже, над медиальной клиновидной костью, осколок 3 мм. В подкожной жировой клетчатке у кубовидной кости осколок 3 мм. Параартикулярные мягкие ткани голеностопного сустава не изменены. Целостность ахиллова сухожилия сохранена. Умеренно выраженный субхондральный склероз суставных поверхностей костей стопы. Патологического выпада в сумках и суставах стопы не выявляется. Мягкие ткани стопы без особенностей. Заключение. КТ-картина посттравматических изменений правой стопы. Консолидированные переломы 2,3. Плюсневой кости, медиальной и латеральной клиновидной, ладьевидной кости, множественных металлических осколков правой стопы. КТ. Признаки артроза суставов правой стопы голеностопного сустава первой степени. Рекомендована консультация травматолога-ортопеда. 14 июня 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В описании таких травм опыта у меня достаточно, все известно. Сразу могу сказать, что для ВГК мое заключение и заключение из СМ-клиники никакого значения иметь не будет. В целом, можно сказать, основная проблема в разрушении латеральной и в меньшей степени медиальной клиновидной кости. Эти кости формируют свод стопы, и без них опорной функции в полной мере не будет. В тканях стопы есть несколько осколков, они мелкие, какого-то значения они не имеют, их не удаляют. Переломы костей, которые есть, срослись достаточно хорошо, какого-то значимого смещения отломков нет. Остеомиелита также нет. Вопрос пациента: я немного не понял про латеральную кость. Написано визуализируется фрагментарно, она срослась или нет. И по деформирующему артрозу среднего отдела, Лисфанка, если не ошибаюсь, деформирующему по нему у вас нет описания, он же есть. ВГК меня в меньшей мере интересует, меня больше интересует лечение. А чтобы его провести, нужно четкое понимание, что со стопой. Ответ к М.Н. Котова М.А. Латеральной кости фактически нет, в ее ложе отдельные фрагменты, которые не связаны между собой. Насчет артроза, все написано. Первой степени, которая особого значения не имеет. Основная проблема стопы – это фактическое отсутствие латеральной клиновидной кости и примерно треть объема медиальной клиновидной кости. Соответственно, нарушена целостность связочного аппарата стопы. На этом фоне артроз никакого значения не имеет. Вопрос пациента: спасибо большое за разъяснение. Только момент один: в описании написано консолидированный перелом этих костей, медики читают это как сросшийся перелом, и по этому описанию не дают лечения.
А вы также написали консолидированный перелом, и сами говорите, что кость фрагментирована и ей почти нет. Вот из-за этих моментов я работаю на костылях, стопы не держат, но по описанию кости срослись. Разве это правильно? Раз она фрагментирована и ей почти нет, напишите, пожалуйста, как есть, это же не сросшийся перелом, и тем более ни одной-двух костей. Ответ к МН. Котова МА. Латеральная клиновидная кость состоит из фрагментов, и их края склерозированы, то есть Уплотнены – это и есть исход перелома. Все фрагменты как могли срослись, края их стали более плотными, консолидировались, поэтому я так и написал в заключении.